Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы узнаем об самых частых ошибках в JavaScript, которые делают новички. Начнем с такой ошибки, когда разработчик создает две переменных с одинаковым именем. Например, я сделаю первую переменную h и ниже такую же переменную h, но с другим значением. Как мы можем заметить, у нас сразу же возникла ошибка. Вот она. И в ней сказано следующее. На строчке 2, видите, JS2, это вот эта строчка, переменная h уже была задекларирована, то есть объявлена. Или другими словами, переменная h уже существует, и вы не можете сделать ее второй раз. То есть, когда мы создаем переменные, будьте внимательны, чтобы их имена не совпадали. Два раза создать одну и ту же переменную я не могу. Следующая ошибка, которую я вам покажу, это ошибка, когда я перезаписываю константу. Например, напишу вот так вот. И все, я уже вижу другой вариант ошибок, вот такой. Здесь сказано то, что я тут пытаюсь перезаписать постоянную константу. Тут это на строчке 4. Заметили, что когда я читаю ошибку, я не перевожу дословно. Там написано ужасно технично. И неопытному специалисту не всегда легко понять, что там написано. Поэтому я специально уже буду давать вам свой перевод, в чем смысл данной ошибки. Также еще одно уточнение. Очень важно добавить, что ошибки каждый браузер показывает по-разному. С точки зрения Chrome или Safari это вот так. Если был бы другой браузер, такая же ошибка могла бы уже иметь чуть-чуть другой текст. То есть в разном браузере ошибки могут показываться по-разному. И это нормально. Переходим к следующей ошибке. Для нее мне потребуется уже HTML, и я буду подключать какой-либо тег из нашего HTML в JS. Например, сделаю новую переменную h, и в нее получу наш ранее в HTML созданный input. Сделаю я это вот так. Далее я напишу наш input, .value и какое-то другое значение. Ну, например, просто какое-то слово. И тут уже видна ошибка. Как мы должны читать эту ошибку? Как и всегда, первое – это строчка, то есть строчка номер 3 – это вот тут ошибка. Второе, что здесь написано? Когда вы видите такую ошибку, вам нужно понимать, как это читать правильно. Значит, я вижу, что оно ругается на слово value. Если я вижу вот такую комбинацию, это означает, что ошибка не в value, а то, что написано слева от этого слова. Слева написано h, и ошибка в этом age. По тексту ошибки говорится в том, что слева от value написано null. Получается, этот h это null. Если я законсолю его в консоль нашу, то я так и увижу. Видите? Null. Ну и логично, почему возникает ошибка. Я не могу взять свойства инпута у null. Это невозможно. Вообще, эта ошибка может иметь также разные формы. Я, например, поменяю здесь value на inner.html. И видите, опять то же самое, но в конце это слово поменялось. То есть слева от inner.html ошибка. Окей, напишу давайте еще что-то другое. Ну, style возьму. Точно так же написано слева от стайла у нас null, то есть ошибка. Значит, вот это слово у вас будет меняться. И ошибка не в этом слове, а в том, что написано слева от него. Вот этот нюанс, пожалуйста, запомните. Это довольно важная штука, очень часто будет вам помогать. Давайте все-таки решим нашу ошибку
И, значит, ругается в том, что null, что h null. Null, вспоминаем, что это такое по смыслу. По смыслу это, ну, такого элемента не существует. То есть нет в принципе. Я начинаю всматриваться в эту строку, и тут сразу явно видна ошибка. Также, кстати, очень популярная ошибка, когда подключаете тег, забываете ставить точку. Все-таки нам нужно внутри query selector указать, почему мы будем подключать. И точка означает класс. Когда мы на нее нажали, уже ошибка сразу же пропала. Также сразу скажу еще про один вид ошибок, когда вы вот эту строку пишете чуть-чуть неправильно. Ну, то есть вы какие-то слова начинаете писать с большой буквы. Например, вот так. Это тоже ошибка, видите? То есть я написал несуществующую команду, и оно вот так ругается. Так что очень сильно будьте внимательны в том, как вы пишете. Орфография очень важна. Написали что-то, ну даже с большой буквы, все, оно работать не будет. Следующая наша ошибка это before initialization. Давайте я что сделаю? Опять законсолю нашу переменную h. И чтобы нам было удобнее, я в h положу какое-то слово hello. Ну, так просто читабельнее будет. Сделали переменную, увидели hello в консоли, вот. Ну, все отлично. Я переменную создал, я вывел ее в консоль, все работает так, как и должно. Теперь я делаю ошибку. Я поднимаю эту строчку вот так вот вверх. И в такой конструкции ошибка. В этой ошибке сказано то, что я сначала работаю с этой переменной, ну то есть пытаюсь вывести ее в консоль на первой строчке, а только потом ниже, на четвертой строчке, я ее создаю. То есть я пытаюсь что-то вызвать до ее создания. Мне про это оно так и говорит. Я не могу вызвать и работать с переменной h до ее создания. Ну, пожалуйста, сначала создай, потом используй как хочешь. То есть не делай это раньше. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. А если хочешь знать больше, пройди мой авторский курс.